Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в этот чудесный день хочу поделиться с вами, как я жарю шашлык. Очень многие спрашивают: Мурат, как ты маринуешь, как сделать, чтобы не было крови в мясе, какое расстояние мяса от углей. То есть все это сегодня я покажу в этом видео, как говорится, от А до Я. Соответственно, бонусом приготовлю вот из такой бараньей ножки хорошую шурпу. Шурпу буду делать по-своему, потому что все народы ее делают по-разному. Кто-то так, кто-то так. У всех она шурпа, у всех она вкусная, у всех она по-ихнему. Я буду делать чисто по-своему. В общем, видео будет посвящено шашлыку и вкусному приготовлению. Не переключайтесь, поехали. В первую очередь, друзья, я поставлю вариться шурпу, а потом замариную мясо. Почему в первую очередь шурпу? Я не буду мариновать мясо долго и покажу вам, что мясо получается сочным, очень аппетитным, без крови. И для этого не надо выдерживать его ночь, неделю. Ну, короче, сейчас рубим мясо, отправляем в казан вариться и занимаемся шашлыком. Вот такая ножка. Так, друзья, ножку порубили вот на такие куски. Здесь находится лимфоузел, его удалил, это для диванных экспертов. И сразу скажу, во всех моих видео, где я готовлю баранину, я всегда удаляю все лимфоузлы, но не всегда показываю. То есть одно и то же, что показывать 100 раз. Буду готовить такими массивными, большими кусками. Вот такими. Красавчик. Красавчик тоже всю неделю где-то куролесил. Теперь нарисовался, да? Отлично. Будешь? На. Я знаю, голяшка это самое вкусное. Но это тебе. Ты заслужил. Так, друзья. Здесь тоже лишний жир уберу. Так, мясо готово. Пойдемте разжигать костер, ставить казан. Ах, красавчик, рубаешь, да? Наливаем холодную воду. Шурпу надо варить обязательно на холодную воду класть. И закладываю мясо. Вот такие куски у нас мощные. Шурпа будет наваристая. Накрываем, друзья, и доводим до кипения на медленном огне, чтобы минимизировать эмульсию, чтобы бульон был прозрачный. Шурпу надо варить, начинать и варить и заканчивать только на медленном огне.
Ждем, пока начнет закипать, чтобы снять пенку. Ну что, друзья, замаринуем шашлык. Шашлык, как я сказал, делаю классический. Порежем лук. Лук мелкими кусками резать не следует, потому что при жарке лук, как я считаю, надо убирать с мяса, чтобы он не горел и не горчил. Лук надо порезать где-то по 5 миллиметров и при добавлении в мясо просто хорошо его пожать, чтобы он дал сок. Здесь у меня 2,5 килограмма пистолетика в ребрышке, там томагавки, кто как называет. Мне понадобится 2 крупные луковицы. И вот так жмем хорошенечко, чтобы лук разломать. При разломе он начнет выделять сок. Вот это, друзья, классический вариант. Добавили лук, посолим. Черный перец. Это все по вкусу. Кто-то любит поострее, кто-то нет. И главный ингредиент — это минеральная вода. Вот так наливаем. Грамм 100-150. Тщательно перемешиваем. Для чего наливаю минеральную воду, друзья? Потому что когда мясо только освежевано, то есть только содрали с него, разделали ягненка, тогда мясо само по себе еще насыщенное влагой. Когда мясо покупаете на рынке, мясо подсыхает, и при добавлении минеральной воды, если нет минеральной воды, можно добавить простой водички. Ничего страшного. Мясо начинает пить эту воду, и тем самым выделяются все остатки крови, и при жарке мясо получится очень сочным. Вот так перемешали, друзья, и теперь можно это оставить максимум на 30-40 минут, и можно через полчаса смело жарить. Ну что, друзья, водичка уже закипела на медленном огне. Самое время снимать пенку. Вот именно на вот таком медленном огне, когда закипает бульон, практически пенки нету. Видите, все чистенько. Именно вот на таком огне надо варить шурпу. Тогда бульон будет прозрачный. Сейчас в процессе приготовления он еще осядет и будет просто чистенький. Сразу кладем 2 луковицы и закрываем. После того, как закрыли крышку, бульон закипит. Ну что, друзья, прошло 40 минут, мясо промариновалось, самое время насаживать его на шампура и подавать на мангал. После этого займемся шурпой. Лук, как я сказал ранее, полностью убираем с мяса, чтобы он не горел. Уже на ощупь мясо идеально мягкое. Когда одеваете на шампура, кусочек к кусочку надо. То есть, если кусочек маленький первый попался, остальные тоже надо примерно этого же размера. Большие с большими, маленькие с маленькими. Чтобы прожарка была равномерной.
Вот такие красивые шампурики у нас получаются. Кстати, друзья, еще есть один такой маленький нюанс. Когда одеваете на шампура, тонкая часть, где минимум мяса, должна быть по краям. Где больше кусок мяса, он должен быть по центру, чтобы на мангале по центру огонь всегда, ну, то есть жар плотнее, чтобы он хорошо прожаривал. Ну что, друзья, самое время посолить шурпу и добавить все ингредиенты. Посмотрите, какой цвет у нашего бульона. Так, посолили. Кладем перчик один. 2 помидорчика. Опять же говорю, готовлю по собственному рецепту. У каждого народа своя шурпа. И картофель. Также, друзья, у меня смесь 5 перцев. Именно горошек кладу, потому что если насыпать молотый, бульон изменит цвет. Ну что, друзья, самое время жарить шашлык. Уголь должен быть именно вот такого цвета. Обратите внимание. Именно вот такой, друзья, седой. После этого мы его разгребаем. Даем продышаться буквально 3-4 минуты. Не надо ничего здесь веером делать, сдувать эту седину. Это как раз для того, чтобы мясо не загоралось. Ну что, друзья, самое время класть мясо. Между мясом и мангалом высота у меня примерно 8 сантиметров. То есть нижняя точка мяса до верхней точки углей 8 сантиметров. Жар хороший, но при этом мы его не обдуваем. То есть он должен быть седой. Друзья, кстати, смотрите, лично мое мнение, у каждого оно свое, я скажу вам так. Я считаю, что на мангале прорезов и дырочек быть не должно. В эти прорезы поддувает дым, с краев разжигает огонь сильнее, с одной стороны горит мясо, а с другой не прожаривается. Многие скажут: Мурат, ну у тебя же именно такой мангал. Да, я его купил. Я его купил, а сейчас... как новая мода, продают с дырками, разрезами, обрезами. Но, насколько я понимаю, это все не нужно. Должен быть сплошной, глухой, по высоте где-то 15 сантиметров. Из них где-то 8 сантиметров занимает уголь, все остальное уже мясо. При этом расход угля уменьшается, а жар становится хороший. Если мясо класть высоко, тогда мясо будет сухое. Если класть низко, ну я имею в виду сантиметра 3 от углей, оно будет гореть. А нам что нужно? Нам нужен сочный, вкусный шашлык. Поэтому из моего опыта я с вами делюсь. Вот я делаю вот так.
Ну, соответственно, конечно, найдутся те, кто будут спорить, доказывать. Я ни с кем не спорю, ребята. Жарьте, как вы умеете. Готовьте, что вы умеете. Я делаю так, как я знаю. Все, каждому свое, как говорится. А так уже цвет набирает. Ах, уже аромат стоит. Да, вот эти разрезы, они только мешают. Вроде удобно, но по факту это... На шампурах есть вот такие извилины. Это специально для того, чтобы крутить. А все эти разрезы, я так считаю, что они не нужны. Вот так. Ах. Да, кстати, друзья, и многие говорят: Мурат, что сделать, чтобы угли не загорались? Одни пишут, надо добавить соли, другие говорят, надо там что-то. На самом деле, я вам скажу так. Если угли прогорели нормально, то есть набрали рабочую температуру, посидели, седину не сдуваете, соответственно, на 99% возгорания не будет. Будет дыметь, пыхтеть, но не загорится. Поэтому углям давайте прогореть и набрать нужную температуру. Но соль я не добавляю ни в коем случае. Объясню почему. Во-первых, соль тушит уголь, при этом падает температура, а при маленькой температуре мясо какое получается? Получается просто сухое. А нам нужно сочное и вкусное. Как-то так. Да, кстати, друзья, многие спрашивают, Мурат, сколько по времени жарить шашлык? Ребята, это все зависит, какие угли вы используете, то есть, какие дрова. Основная масса пользуется углями, с гипермаркетов. Это зависит от высоты мяса от углей. Но при хорошем жаре, я жарю, где-то 8, максимум 10 сантиметров от углей до мяса, верхняя точка углей и нижнее мясо, где-то 15 минут занимает. Но в процессе смотришь, когда начинаете жарить, с мяса выходит сперва белый сок. Белый сок — это мясо сырое. Крови при добавлении минералки, как я сказал, быть уже не может. Выходит белый такой, молочный цвет. Как только этот цвет преобразовался в прозрачный, ваше мясо готово. Но лучше его всегда попробовать. Сделать надрезик, либо, я на вид определяю, друзья. Самое главное не передержать, особенно если вы готовите говядину. Чем дольше вы ее жарите, тем оно будет суше, крепче и дубовее. Как-то так, да. Бортики 15-20 сантиметров, угли до мяса примерно 7-8 сантиметров, жарю 15 минут, постоянно покручивая. Неважно, это угли или дрова, я жарю на хорошем жаре, но чтобы сединой было покрыто. То есть самое главное не передержать, и угли должны дойти, при этом будет вот так дыметь, пыхтеть, но загораться не будет. Первая ошибка воспламенения — это недогоревшие угли. Вот такой у нас цвет, друзья, смотрите. Наше мясо готово. Как раз Карина тоже подключается. Всем привет, я как раз вовремя, Да, ты всегда вовремя. Вот такие у нас красавчики. Вот так, раз. Так. Все, Каришка, на стол ставь. Сейчас лучок покрошим. Ах, какая красота у нас, посмотрите, сочная, мощная.
Ну что, сейчас посыпем лучком и будем пробовать. Заодно посмотрим на его сочность. Также ломаем его, чтобы был сок от лука. И посыпаем аккуратненько. Вот так немножечко. Ну что, друзья, давайте посмотрим. Вот такие у нас пистолетики. Шашлык надо кушать, пока он горячий. Вот что я имею в виду сочность, друзья, смотрите. Смотрите, друзья. Видите, как мясо расходится? Вот она сочность, смотрите. Вот водичка. Вот так мясо открывается, смотрите. Вообще никаких проблем. Видите, как все сочно. Вот это настоящий шашлык. Давай, Карина, пока горячая. Идем, идем, идем. Твои любимые шашлычки. Ах, горишка. Кстати, сейчас будем и шурпу тоже пробовать. Просто шашлык надо кушать горячим. Берете вот так кусок, как, кстати, на вкус? Обалденная. Вкусно? Очень вкусно. Вот. Берете вот так кусок шашлыка, шашлычный кетчуп Махеев. И мне. Тебе? А ты тоже. И вот так его. Ну как? Очень вкусно. Ну что, будем пробовать шурпу? Все, пойдем. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Я уверен, что тут очень золотой цвет. Ах, посмотрите, какая она красивая, прозрачная. И я уверен, не менее вкусная. Так, в первую очередь кладем мясо. Карина, нормально? Отлично. Все, так, держи. Это мне. Эх, не скользи. Посмотрите, какой кусок, друзья. Ну и, соответственно, бульон. Жирочек вот так в сторону убираем. Вот это получается очень прозрачная и настоящая шурпа. Ну, по моему рецепту. Один картофель вот так. Перчик положить, Карин? Нет, помидорчик. Помидорчик, все. Держи. Так. Кстати, друзья, знаете, почему кладу перец горошек? Если положить молотый перец, он испортит цвет. То есть шурпа будет черная. А нам нужна светлая. Ну что, пойдем пробовать? Пойдем. Вот такие кусочки мяса у нас на ужин. Ну что, дорогие друзья, вот такое прекрасное блюдо получилось, как я и говорил, сочный шашлык.
прозрачная шурпа. Шурпа, соответственно, по моему рецепту. Ну как по моему, я его не выдумывал, не придумывал. Я приготовил так, как готовят у нас. Ну что, прежде чем попробовать, пожелаем нашим друзьям по ту сторону экрана. Давай. Сегодня у нас Тархун, друзья, День здоровья. Но и тем не менее, желаем вам крепкого здоровья, благополучия, всех благ. В этот чудесный день, пускай все будет у вас, как вы хотите, светлое и белое. Карин, поддерживаешь? Конечно. Всем За вас. здоровья. Я чуть этот, как обычно, не сделал. Ах. Ну что, пробуем. На вид красивая, да? На вкус не хуже. Ништяк. Мора, как всегда. Все на высоте. Вкусно? Да. Чтобы шурпа получилась прозрачная, напоминаю, друзья, готовить ее надо на очень медленном огне. Тогда не будет эмульсии. Мясо? А у меня есть. Ах, мясо тоже разваливается. Ой. Вкусняшка. Вкусно? Да. Карина у меня, знаете, какая? Любительница посмеяться. Вот я ей всегда говорю: Карин, смейся, это добавляет жизни, правильно? Всегда улыбайся, всегда смейся, радуйся. Как-то так. И вам желаю того же. Ой, мясо какое. Вкусно? Слушай, а я видела, ты людям отвечаешь, что ты не профессионал, а любитель. Уже как профессионал. Такие аппетитные блюда. Как не считается, Карин? Я обычный любитель. Некоторые пишут: у тебя такой большой живот, надо тренироваться. Через мой живот 50 табунов пробежало. Тренироваться надо вам. А я уже, как Карина говорит, профессионал. Ну, это к диванным экспертам. А к хорошим людям, повторюсь, крепкого здоровья, счастья, благополучия. Ну и на этой красивой ноте как бы мы быстро сейчас все снесем здесь, да? Как обычно. Да. Ну, шутки шутками, друзья. Как мог, показал, как приготовить шашлык, как приготовить шурпу. Если у кого-то будут вопросы, конечно же, пишите в комментариях, по максимуму постараюсь ответить. Ну, а на этой красивой ноте мы продолжим наш вечер. Вы будьте здоровы. Всем пока-пока, друзья. Пока. Ну, вкусно, да, Карин? Очень вкусно. Будешь мясо? А я буду. Я вареная.